Спецпосланник президента США Стив Уитков выступил с заявлением по итогам переговоров в Майами. Передать Украине ракеты «Томагавк» и захватывать корабли с российской нефтью предлагает сенатор Линдси Грэм. А вице-президент Джей Ди Венс предлагает отказаться от помощи Украине. Генсек НАТО назвал Путина главной причиной продолжающейся эскалации, а директор национальной разведки США Тулси Габбард утверждает, что в Кремле стремятся избежать более масштабной войны с НАТО. Реки подсолнечного масла в городе Южной Одесской области. Сразу несколько резервуаров были уничтожены после атаки российских БПЛА. Из Елисейского дворца вынесли серебра на 1000 евро, а из музея в Бельгии похитили императорское кольцо Наполеона. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Спецпосланник президента США Стив Уитков выступил с заявлением по итогам переговоров, которые прошли в Майами с участием делегаций США, европейских стран и Украины. На своей странице в соцсети он сообщил, что в ходе встречи с украинской стороной сосредоточились на формировании 20-пунктного мирного плана и согласовании подходов к системе многосторонних гарантий безопасности. Отдельно обсуждались параметры возможных гарантий безопасности со стороны США для Украины. Также участники переговоров продолжили работу над концепцией послевоенного экономического восстановления и долгосрочного развития страны. Уитков подчеркнул, что украинская сторона полностью настроена на достижение справедливого и устойчивого мира. Особое внимание было уделено обсуждению сроков и последовательности следующих шагов. Украина остается полностью приверженной достижению справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет – остановить убийство, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления Украины, ее стабильности и долгосрочного процветания. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего. Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев также еще в субботу прилетев в США, чтобы встретиться со спецпредставителем Трампа Стивом Уитковым и зятем президента США Джаредом Кушнером. Эти переговоры проходили в 2 этапа, с перерывом на несколько часов. При этом, как сообщает агентство Reuters, любая встреча Дмитриева с украинскими переговорщиками исключена. Кирилл, разжигатели войны не смогли помешать переговорам? Не смогли, все хорошо. Президент Финляндии Александр Стуб в интервью Fox News заявил, что соглашение по завершению войны в Украине ближе, чем когда-либо. Но 5% пути, которые сторонам осталось пройти, самые сложные и критические. Итак, вы были в Берлине на встрече с президентом Зеленским в прошлые выходные, а также с американской делегацией в эти выходные. Русские снова в Майами. Мы видим, что темп этих переговоров, похоже, ускоряется, но, по крайней мере, публично. Но мы не видим никаких признаков того, что Россия идет на какие-либо новые уступки. Что вы можете рассказать о том, насколько мы близки к достижению какого-либо соглашения? Ну, мы, вероятно, ближе, чем когда-либо за всю эту войну, и я бы сказал, что за последние 3-4 недели 2 специальных посланника президента Трампа, Джаред Кушнер и Стив Уитков, работали круглосуточно, чтобы сблизить 2 стороны, и в Берлине мы сделали 2 ключевых вывода. Во-первых, Европа, Украина и Соединенные Штаты едины в своей решимости добиться справедливого и прочного мира и работать вместе. А во-вторых, это идея гарантии безопасности для Украины. Так что мы почти у цели, но, знаете, самые сложные 5% еще остались. Сенатор Линдси Грэм в эфире телеканала NBC News заявил о необходимости кардинально изменить правила игры, если Путин откажется подписать мирное соглашение. Он призвал передать Украине ракеты «Томагавк», чтобы наносить удары по заводам по производству беспилотников и ракет, которые находятся в России, захватывать корабли с российской нефтью и ввести дополнительные санкции в отношении Китая. Если он, Путин, на этот раз скажет «нет», вот что, я надеюсь, сделает президент Трамп. Подпишет мой законопроект, у которого 85 соавторов, и введет тарифы против таких стран, как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть. Признает Россию государством, спонсором терроризма за похищение 20 тысяч украинских детей. И, что самое важное, будет изымать суда, перевозящие санкционную российскую нефть, так же, как делается это в Венесуэле. Между тем, вице-президент США Джей Ди Венс выступил с диаметрально противоположной речью и призвал вообще отказаться от помощи Украине. Мы помогаем пожилым американцам с пенсиями, отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению, потому что мы верим в необходимость чтить отца и мать, а не спускать все деньги на Украину. Это заявление вице-президент США сделал на съезде движения Turning Point USA
первом мероприятии такого рода, прошедшем после убийства основателя этой организации, крайне правого политического активиста и блогера Чарли Кирка. Вот речи со съезда. Я хотел бы подключить одного небольшого гостя. Его сегодня здесь нет, но я хотел, чтобы у него была возможность поздороваться. Господин президент. О, я очень хочу быть с вами. Но совсем скоро я к вам присоединюсь. И я просто хочу сказать, никто не сделал для меня больше, чем Чарли. И нет никого лучше, чем Эрика. А вы самые лучшие люди на Земле. Мы победили с сокрушительным перевесом, и мы продолжим побеждать. Я хочу поблагодарить всех вас, тех, кто вышел, кто голосовал, кто ходил по домам и звонил в двери. Я искренне благодарю вас всех. И я надеюсь, что мой сын достойно представляет меня. А если нет, мне придется сказать: «Ты уволен, Дон, ты уволен». Большое вам спасибо. Отличного дня. И надеюсь, Дон произнесет отличную речь. А если нет, дайте мне знать, я ему устрою. Священное Писание говорит нам: «По плодам их узнаете их». И мы можем задать вопрос: каковы плоды этих людей и их принципов? И ответ таков: человек по имени Тайлер Робинсон, который убил моего друга. Задумайтесь об этом. Он именно тот образ, которого ультралевые хотят для наших молодых мужчин. Он отверг консерватизм, духовность, ценности семьи из маленького города. Он переехал в крошечную квартиру. Он стал зависим от порнографии. Он стал зависим от ненависти. И в итоге он оказался в постели с человеком, который сам не знает, мужчина он или женщина. Это сценарий кошмара. Но именно такой сценарий левые активно навязывают американским семьям и особенно молодым мужчинам. Именно поэтому мы обязаны с ними бороться. Потому что плоды подлинного христианства — это такие люди, как Чарли Кирк. Певица Ники Минаж оказалась в центре внимания после оговорки во время выступления на конференции America First. Беседуя с Эрикой Кирк, вдовой Чарли Кирка, Минаж по ошибке назвала вице-президента США Джей Ди Венса убийцей. Возможно, певица хотела использовать сленговое значение слова «ассасин» и назвать Венса таким образом крутым и убийственным. Но вышло то, что вышло. Дорогие молодые мужчины, у вас есть потрясающие примеры для подражания. Такой, как наш красивый, харизматичный президент. И у вас есть такие же потрясающие примеры для подражания, как убийца Джей Ди Венс, наш вице-президент. И когда я говорю это, поверьте, в этом мире я уже слышала все, так что все в порядке. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Над этим нужно уметь смеяться. Правда, меня называли абсолютно по-всякому. И знаете что? Бог так добр, ты просто позволяешь этому пройти мимо. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что главной причиной продолжающейся российско-украинской войны остается правитель России Владимир Путин. В интервью немецкому изданию Bild он подчеркнул, что именно позиция Кремля не позволяет завершить боевые действия, несмотря на прежние надежды на мир. По оценкам НАТО, Россия заплатила за минимальные территориальные продвижения огромную цену. Более 1 миллиона убитых и раненых. При том, что прирост контролируемых территорий составил менее 1% по сравнению с началом года. Рютте отметил, что президент США Дональд Трамп активно вовлечен в процесс и сосредоточен на попытках усадить Путина за стол переговоров. В НАТО также подчеркивают необходимость долгосрочных гарантий безопасности для Украины, чтобы исключить повторную агрессию после прекращения огня. По словам Генсека, для этого должен быть выстроен многоуровневый механизм с участием вооруженных сил Украины, европейских союзников и США. Некоторые говорят, если не Путин, то может появиться кто-то еще хуже. И я могу сказать только одно: что бы ни происходило в России, мы не должны быть наивными. Мы мирный оборонительный альянс, но мы также видим глобальную связь между Китаем и Россией. Китай присматривается к Тайваню, и я убежден, что если Китай предпримет там военные действия, он окажет давление на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас в напряжении здесь, в Европе. Вот почему мы должны быть готовы. Мы должны тратить деньги, укреплять оборону и набирать лучших мужчин и женщин в военной форме, которых только сможем найти.
Напомним, что Путин во время традиционной ежегодной пресс-конференции прокомментировал заявление генсека НАТО Рютте и европейских политиков, которые предрекают войну с Россией. Все утверждения о планах Москвы напасть на Европу он назвал чушью. Правда, тут же начал рассказывать, что, цитируем, «не будет никаких новых СВО, если вы будете относиться к нам с уважением». Также Путин призвал европейцев читать стратегию нацбезопасности США, где Россия не указана врагом или угрозой. Вы знаете, я смотрю на них и тоже удивляюсь. Я, например, лично знаком с нынешним генеральным секретарем НАТО, господином Рютте. Да? Он бывший премьер-министр Нидерландов. Я когда-то ездил туда с визитом, мы общались. Умный человек. Но чего он несет? Мне так хочется спросить, слушай, что ты говоришь про войну с Россией? Готовиться нужно к войне с Россией. Они хотят готовиться к войне с Россией. Читать ты умеешь? Почитай новую стратегию национальной безопасности США. Директор национальной разведки США Тулси Габбард опровергла данные из публикации агентства Reuters о том, что глава Кремля Владимир Путин, по оценке американских спецслужб, по-прежнему стремится установить контроль над всей территорией Украины и готовится к захвату Литвы, Латвии и Эстонии. Довольно резкий пост об этом она выложила на своей странице в соцсети X. Нет, это ложь и пропаганда. Reuters сознательно продвигает это в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны, в результате которой с обеих сторон погибло более 1 миллиона человек. Опасно, что вы продвигаете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа и разжечь истерию и страх среди населения, чтобы заставить его поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть вооруженные силы США непосредственно в войну с Россией. Правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало политиков, включая члена HPSCE от Демократической партии, цитируемого Reuters, о том, что, по оценке американской разведки, Россия стремится избежать более масштабной войны с НАТО. Оно также считает, что, как показали последние несколько лет, боевые действия России указывают на то, что в настоящее время она не обладает возможностью завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе. Идея Евросоюза – использовать 210 миллиардов евро замороженных российских активов для помощи Украине фактически была сорвана на саммите в Брюсселе. Как пишет Financial Times, решающим стал шаг президента Франции Эммануэля Макрона, который в последний момент встал на сторону стран, выступавших против этого плана. Канцлер Германии Фридрих Мерц до конца пытался убедить европейских лидеров поддержать инициативу, но в критический момент остался без ключевого союзника – Парижа. Хотя публично Макрон не возражал, за закрытыми дверями его команда сомневалась в юридической законности идеи и указывала на финансовые риски для Франции. Когда Италия и Бельгия, где хранится основная часть российских активов, окончательно выступили против, Макрон присоединился к их позиции, окончательно похоронив инициативу. Один из высокопоставленных дипломатов ЕС заявил изданию, что Макрон предал Мерца и понимает, что за этот шаг ему придется заплатить политическую цену, что отражает новую и напряженную динамику в отношениях между Берлином и Парижем. Российские беспилотники атаковали порт Южной в Одесской области, одну из ключевых точек транспортной и промышленной инфраструктуры региона. Основной удар пришелся по терминалу хранения агропродукции. В результате попаданий были повреждены резервуары с подсолнечным маслом. Начался масштабный пожар, а десятки тысяч тонн продукции оказались уничтожены. Масло разлилось за пределы предприятия. По улицам текли буквально целые потоки. Экологи уже предупреждают. Такие разливы несут серьезную угрозу окружающей среде. Масло впитывается в почву, попадает в водоемы и может надолго нарушить экосистему района. Окончательные масштабы ущерба сейчас уточняются. Этот удар не единичный. В последние недели атаки по Одесской области приобрели пугающую системность. Все чаще целями становятся именно объекты портовой, транспортной и промышленной инфраструктуры. Эксперты отмечают, складывается впечатление, что противник сознательно сосредоточил средства поражения именно на юге региона. Цель – экономическое истощение, дезинтеграция и давление на мирное население. На фоне постоянных воздушных тревог и перебоев с электро- и водоснабжением городские власти приняли решение. С понедельника, 22 декабря, все школы Одессы переходят на дистанционное обучение. Учеба онлайн продлится до начала зимних каникул. На юго-западе Сербии вспыхнули масштабные студенческие протесты. К акциям в городе Нови Пазар присоединились несколько тысяч активистов со всей страны. Люди выступают против давления властей на государственные университеты и вмешательства в систему высшего образования.
Эта демонстрация стала первой подобной акцией в Нови-Пазаре, городе с преимущественно боснийским мусульманским населением и частью более широкого общенационального протестного движения. Его волна началась после трагедии в городе Нови Сад, где в прошлом году из-за обрушения крыши вокзала погибли 16 человек. Студенты, которые сейчас выходят на улицы, заявляют, что руководство университета лишило их статуса за участие в протестах и уволило десятки преподавателей. Митингующие требуют отставки администрации и избрания нового ректора. В целом, протестное движение обвиняет президента Александра Вучича и правящую партию в коррупции и ограничении свободы СМИ. Сегодня мы здесь, чтобы послать Сербии сигнал о том, что мы боремся за выживание нашего университета, что это вопрос, касающийся всех нас, а не только Нови-Пазара. Мы будем продолжать нашу борьбу, пока не добьемся нормальных условий для обучения. Я думаю, что все это то, что мы делаем, идет на пользу будущему. Если не нашему поколению, то, безусловно, тем, кто будет здесь учиться после. Во Франции разгорается громкий скандал вокруг Елисейского дворца. Перед судом предстанут 3 мужчин, обвиняемых в масштабных кражах из резиденции президента. По данным следствия, ущерб может составлять от 15 до 40 тысяч евро, а среди похищенного – предметы элитной сервировки и коллекционный фарфор. Главным фигурантом дела стал стюард дворца, которого правоохранители задержали после обнаружения пропавших вещей на сайтах онлайн-аукционов. Следствие установило, что украденные предметы он продавал через знакомых, включая менеджера компании по онлайн-продажам. Во время обысков у подозреваемых нашли более 100 предметов, от северского фарфора до бокалов баккарат и редких статуэток. Судебное разбирательство назначено на февраль 2026 года. Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы и крупные штрафы. В Италии рождественские праздники в этом году начались с необычных парадов. Санта-Клаусы сменили традиционные сани на велосипеды, мотоциклы и лодки. В Риме сотни участников в костюмах Санта-Клауса проехали по центру города на велосипедах, стартовав у Колизея и проследовав мимо ключевых достопримечательностей столицы. Эта акция объединила взрослых и детей. Все, что нужно было для удачного старта — костюм Санты, хорошее настроение, байк или велосипед. Практически каждый, кто принял участие в заезде, сделал добровольные пожертвования в поддержку детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. Я каждый год прилетаю из Хьюстона, чтобы приехать сюда и принять участие в велопробеге с Санта-Клаусом. Я делаю это уже 4 года. Один из моих друзей познакомил меня с этим мероприятием, и для меня это стало частью жизни. Теперь каждый год примерно на Рождество я выезжаю из Хьюстона, делаю несколько остановок и добираюсь сюда примерно за 18 часов, а завтра отправляюсь обратно. В Венеции торжества переместились на воду. По Гранд-каналу прошла 13-я рождественская регата. 32 новогодние гондолы под управлением Санта-Клаусов соревновались на дистанции от церкви Сан-Закария до университета Ка' Фоскари, а победители получили призы в нескольких категориях.